Всем здорово, народ! Сегодня у нас будет с вами необычный выпуск, потому что Близзардов я буду хвалить, а не ругать. И на самом-то деле, как бы это вот странно и непривычно не звучало, Midnight реально выглядит как дополнение, где PvP может пойти в правильном направлении, и это неимоверно радует. И да, понятно, как это все звучит, потому что мы уже с вами были в таких условиях, в эту комнату мы уже заходили, как бы... В этот раз точно починят, в этот раз точно все будет хорошо. Это мы с вами знаем, это мы с вами слышали, это мы проходили. А потом выходит аддон или там патч, который нам это все обещал. Ты заходишь на арену, а тебя встречает визуальный салют, просто фейерверки постоянные из 30 там проков, спылов, все подряд летает в две стороны. 25 бафов, 25 дебафов, и вот среди этого шума ты пытаешься понять, а кто вообще сейчас умирает, а кто наоборот себя хорошо и комфортно чувствует. Но вот в чем прикол. В Midnight у Blizzard впервые за долгое время видна попытка чинить не цифры, то есть не скалировать процентажно там урона за хил, а саму конструкцию они пытаются починить в PvP, то есть темп PvP боев, контроль, читаемость всего вот этого дерьма, которое на экране происходит. И что самое важное, соответственно, пытаются чинить зависимость от костылей. И если, опять же, тезисно подводить тему видеоролика, да, о чем мы сегодня будем с вами балакать, то вот так вот у нас звучит. В Midnight PvP действительно может стать лучше. Опять же, приятно то, что сейчас разговор сместился с темы «Какой класс имба?» на тему, почему PvP стало некомфортным. Многие это отмечают, и зарубежные блогеры, и я уже давненько об этом говорил. Потому что метовые качели, ну вот именно балансные правки, это нормально, понятное дело. Патч выходит, кого-то понерфили, кого-то наоборот апнули. It's okay, это как бы разбавляет стагнацию, добавляет нам вариативности, пойдет, почему бы и нет. Но вот когда игра требует от среднего игрока не реакции и понимания боя, а набор аддонов, пак Викаур в придачу и, я не знаю, там, привычку считать таймеры, соответственно. PvP превращается в достаточно сомнительное мероприятие. В том плане, что это уже далеко отходит от изначального смысла. И если Blizzard вот сейчас починят, скажем так, читаемость PvP и уберут вот эту необходимость в костылях, в привязке к невероятному количеству аддонов, и вручную это грамотно отрегулируют, чтобы, опять же, у всех были равные условия, и при этом это не было слишком казуально, потому что можно и в ту сторону тоже слишком глубоко уйти. По итогу, должно получиться неплохо. И это может действительно вернуть какую-то часть людей в PvP актив. Давайте поговорим для начала про тенденцию, в принципе, PvP в последнее время, в последние несколько аддонов. Самая главная проблема, которая и входной порог повышает с одной стороны, и с другой стороны еще приятность геймплея PvP-шного тоже вниз куда-то сдвигает, это то, что ты играешь не вот столько против соперников, сколько против интерфейса, которую, опять же, все настраивают. И если мы возьмем, допустим, среднего игрока, который плюс-минус разбирается в классах, хорошо знает свой класс и свой геймплей, но при этом он настраивал аддоны буквально 1 час, сильно не запариваясь. А с другой стороны возьмем такого же игрока в плане понимания игры, но который себе прям профессионально настроил аддоны, у них эффективность PvP-шного геймплея на арене будет кардинально различаться. Потому что второму будет гораздо проще считывать информацию, и он будет ее брать не напрямую с экрана игры, скажем так, да, не с выдаваемой игрой информации, а именно за счет аддонов он это будет все получать, ему там где-то будут плашечки выскакивать, он это будет видеть, и, соответственно, реакция будет гораздо быстрее, эффективность выше, и его геймплейные проявления сразу станут скилловее, скажем так, по сравнению с тем, кто аддонами не пользуется. Потому что какие есть основные вообще позиции? Во-первых, это слишком много контроля, и его нужно как бы отслеживать. Ты можешь идеально, опять же, знать свой класс, но если ты не отслеживаешь диминишинги, тринкеты, ключевые сейвы, бурсты противников, тиммейтов и так далее, ты просто играешь на другом уровне по сравнению с человеком, который за этим всем следит. Сам или благодаря аддонам. Соответственно, второй пункт. У тебя прямо обязаловка идет установка аддонов, если ты хочешь в PvP играть, ну, действительно на высоком уровне. Это различные вашки, кастомные фреймы, кто-то звуковые алерты использует. Лично мне, допустим, не нравится, но для кого-то это полезно, потому что почему бы и нет. Различные подсветки, таймеры, счетчики, йоу. И у тебя экран просто превращается не в стандартный WoW, да, плюс-минус там с какими-то фреймами, а просто в виртуальное какое-то табло самолета, соответственно. И получается так, что использование аддонов это ни хрена не опция, это прямо требование. Blizzard вот тоже напрямую уже говорят, что за последние дополнения комьюнити ушло от использования аддонов, которые показывают инфу, к аддонам, которые обрабатывают информацию и подсказывают решения, скажем так. Понятное дело, это и в PvE контенте особенно тоже распространено, но сегодня мы про PvP поговорим только вот отдельно. И насколько я понимаю, Blizzard в Midnight попытаются это все дело разминировать. Если мы посмотрим на геймплей с бетки Midnight и в целом про отзывы можно почитать также на форумах и так далее. Люди в целом отмечают, в общем, что стало комфортнее играть. И геймплей PvP-шный стал больше походить на те старые аддоны, когда все еще совмещалось
активность, динамика, но при этом не было прям огромного шума и необходимости в отслеживании миллиарда различных проков и так далее. Не знаю, как у вас, но вот у меня лично в последних аддонах частенько возникало негативное ощущение от PvP не потому, что я проиграл, а потому что я даже не понял, что произошло и почему меня убили, или моего тиммейта, допустим. Потому что когда ты не можешь объяснить победу или поражение, смерть противника, смерть тиммейта простыми словами, в общем, типа сделал X, получилось Y. По итогу получается не очень камильфо. Поэтому любые изменения, которые будут возвращать вот эту причинно-следственную связь, скажем так, это хорошо, это надо брать. Окей, теперь давайте перейдем к конкретике. При патче, соответственно, они вносили следующие изменения. Деминишинги в рамках одной категории теперь сбрасываются через 16 секунд, раньше было 18. И вот сейчас прямо важно, PvP-игрок становится полностью иммунен к категории контроля уже после 2 применений однотипного контроля. Раньше было 3. То есть, простыми словами, теперь нельзя противника, ну или вас, не могут, допустим, 3 раза подряд застанить. Только 2 стана в вас будет прилетать. Они прямо отдельно отмечают, что одна из их целей основных — это снять необходимость постоянно отслеживания деминишингов, как скрытую и сложную систему, и сделать контроль менее фрустрирующим. Это прям забавно еще так звучит. Ну и плюс, понятное дело, они же сейчас хотят интегрировать аддоны в свой базовый интерфейс. Они добавили возможность прямо внутри интерфейса игры отслеживать эти самые деминишинги. Но это не так уже важно. И вот здесь уже действительно можно сказать, что это не просто подкрутили числа, не просто там проценты урона, хп, регена поменяли. Это действительно попытка изменить ощущения от PvP. В принципе, будем посмотреть, почему бы и нет. Это не то, чтобы изменения ради изменений, как бы есть приятная сторона. Сам по себе контроль в PvP очевидно нужен, без него как бы играть невозможно. Но когда твоего персонажа уже 3-м тиром контроля начинают поливать, буквально там 0,5 секунд, 1 секунда, такие микростаны выдавать, вот это уже может раздражать на самом-то деле. В этом плане теперь бои будут более читабельными. И особенно это должно быть полезно для кастеров, поскольку у тебя реально есть шанс прожать кнопку гораздо раньше. То есть ты не будешь угадывать, прилетит в тебя 3-й тип контроля буквально на немножечко там времени, но собьет тебе каст, или такого контроля уже в тебя не полетит, и ты можешь спокойно стоять и кастовать там что-нибудь мощное, не знаю, Fireball там какой-нибудь на 3 секунды каста. Сейчас, по сути, 2 сценария возможны. Первый — это хороший, когда будет меньше перманентного контроля, больше моментов, где выигрывает позиционка, то есть ротация дефов, бурстов и, соответственно, тайминги вот этого всего. Плохой же сценарий будет затрагивать, скорее всего, те сетапы, которые жили и игрались за счет прямо череды контроля поэтапного, прям друг за дружкой, соответственно. Хотя, опять же, здесь не факт, что это станет проблемой, нужно будет понаблюдать. Следующий блок нашего видео, соответственно, будет погружен той тенденции, которая сейчас есть, а именно то, что PvP стало перегружено скрытыми состояниями. Опять же вернемся к тому самому деминишингу. Это наглядный пример. Ты либо его отслеживаешь через аддоны, либо играешь вслепую. И Близзарды также прямо пишут, что их главная цель в этом изменении — убрать необходимость трекать состояние деминишингов на врагах. А если PvP хочет быть массовым, и Близзардам как будто бы тоже выгоднее делать PvP массовым, несмотря на то, что 90% игроков в ШОШ — это именно PvE-шеры. В любом случае PvP должно быть объяснимым для большинства. В идеале, чтобы даже не особо профессиональный в этом плане зритель на стриме или на видосе понимал: ага, сейчас вот вы зафорсили тринкет, допустим, у противника, а вот сейчас, например, у противники отдали какую-то важную сейф-обилку и появилось окно для убийства, например. То есть нужно как будто бы переходить к визуальной простоте и понятности, чтобы даже без аддонов, чисто по интерфейсу игры ты все прекрасно видел и понимал, то есть без шума. И поэтому любые шаги к видимой логике, скажем так, они действительно правильные. Соответственно, второй большой столб Миднайта в плане философии от Близзардов, да, касается аддонов. Они открыто заявляют, что цель сделать так, чтобы аддоны не давали конкурентного преимущества в бою, а оставались лишь инструментом кастомизации и подачи информации. Также они объясняют, что когда аддоны начинают подсказывать решения, разработчикам приходится дизайнить контент вокруг аддонов, изначально исходя из того, что аддоны будут подсказывать игрокам, что делать. А это, соответственно, неправильно, так не должно быть. И вот как же они хотят это сделать технически, да? Они вводят систему, где часть боевой информации будет, скажем так, засекречена. То есть аддон сможет отобразить инфу, но не сможет ее посчитать. Там даже была какая-то метафора, связанная с черным ящиком, что вот можно форму и цвет коробочки поменять, но внутрь вы залезть не сможете. Ну и параллельно, естественно, они обещают наращивать базовые инструменты интерфейса, чтобы вот сразу в игру это все было интегрировано. Там менеджер КДшек тех же самых,
улучшение фреймов и так далее. Опять же, для PvP это будет важно, поскольку снижается тот самый разрыв между двумя игроками. Между первым, который настраивал себе аддоны несколько тысяч часов, и второй, кто играет на дефолтных базовых интерфейсах. И второй такой тезис, что чисто теоретически PvP действительно можно к такому виду привести, чтобы прям наименьшую роль играло именно отображение информации, ее вот сбор и представление через те же самые аддоны. Чтобы именно личный навык как-то больше влиял на вот это вот все дело. Здесь опять же нужно искать баланс, потому что вот даже на стриме я говорил, что хотелось бы увидеть такую систему, где аддоны не обязательны. Но одновременно с этим это не значит, что нужно отказываться от аддонов полностью. Здесь Blizzard достаточно правильно говорят, что вот надо убрать именно преимущество, но сохранить кастомизацию за счет аддонов. И в PvP это особенно тонко может выражаться, поскольку вот одному игроку приятно в минималистичной арене играть, другому приятно, когда у него просто огромные фреймы противников, врагов, там, проков на весь экран. Третьему, я не знаю, звуковые подсказки те же самые нужны, вот про которые я говорил. И здесь базовый интерфейс не дотягивает, очевидно. Поэтому если базовый интерфейс Blizzard подтянут на высокую кастомизацию и вариативность, это будет прям хорошо. Если у них не получится, это будет больно. Ну что ж, давайте как-то тезисно подведем итоги. Значит, вектор движения от Blizzard на данный момент выглядит примерно следующим образом. Во-первых, у нас будет меньше скрытой сложности. Это касается вот диминишингов, контроля. Во-первых, у нас, соответственно, порезана система, то есть теперь не 3 однотипных контроля, а 2 только можно выдавать. Ну, естественно, Близы хотят это все интегрировать, отображение в стандартный свой интерфейс, а не только через аддоны. Касаемо последних, Близы сейчас уверяют, что у нас будет меньше зависимостей от обязательных аддонов, и они все-таки будут как-то систему подрабатывать только под кастомные модификации. И как будто бы общий тренд от Близов сейчас идет на оказуаливание с одной стороны, но, с другой стороны, это все-таки попытка сделать вход в PvP мягче, проще, порог входа ниже. И вот как это будет реализовано, посмотрим уже в Midnight. То есть, по итогу, Midnight не обязан сделать PvP идеальным. Достаточно, чтобы он сделал PvP снова массово играбельным. Этого будет уже более чем достаточно. Чтобы такой базовый игрок, плюс-минус новичок, может где-то ближе к середнячку, мог зайти, понять, чему ему учиться, где, и вот не чувствовать себя совсем уж прям беспомощным без обязательного пака и набора аддонов. Но это все сработает только если Blizzard дожмет 3 вещи. Читаемость боя, то есть убрать визуальный шум, какие-то вот звуковые адаптации сделать более применимыми, что ли. Нормальный базовый интерфейс должны они реализовать, чтобы всякие фреймы, отображения не только через аддоны, а именно через их настройки вот, адаптировались. И третьим пунктом, конечно, идет баланс темпа PvP-шного, чтобы, соответственно, бои не заканчивались за парочку глобальных кулдаунов, но и чтобы у одного персонажа не было там 20 сейвов, и он выживал там, я не знаю, бесконечное количество времени, пока урезания по хилу 80% не будет. Самым сильным показателем здесь, соответственно, будет у нас PvP-шная активность уже в Midnight. То есть мы посмотрим, станет ли больше PvP игроков, будут ли лучше регаться БГшки, те же самые там соло-кью-арены, ну и, естественно, обсуждение в комьюнити тоже нам покажут, что к чему. Так что ждем с народ, как минимум посмотрим, что они там напридумывали и как это все на игре, на геймплее скажется. На этом видос, народ, буду заканчивать. Если планируете поддержать мой канал копеечкой, перелетайте на мой бусти, там дополнительный контент, есть личный чат, где можно мне написать, ну, естественно, мне будет приятно. Кстати, если вам интересно следить за мной не только на ютубе, но и также на стримах, у меня есть Twitch и в телеге, соответственно, дополнительный контент я постирую, поэтому переходите и подписывайтесь. Я же вам желаю удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE, всем на сегодня. Пока.